Всем привет, мои дорогие! Обещала вам показать и рассказать о школьной форме в Турции. Ну что ж, выполняю обещание. Мы приехали покупать в Мире школьную форму. Видите, тут разного цвета она. Ну, на самом деле, в каждой школе свой цвет формы. У нас ярко-оранжевый верх, темно-синий низ. Видите, тут есть какие только хочешь цвета. Вот сейчас будем подбирать ей размер. Мне, конечно, нравится белый верх, но все-таки, да, мне это привычнее. И есть школы с белым верхом, видите, вот такие вот рубашечки пола. В некоторых школах все-таки есть. Ну, надеюсь, может быть, в нашей средней школе, когда Мира перейдет, туда будет белый верх. Ну, а сейчас я вам покажу, что купили мы. Много не брали, потому что у нас есть кое-что с прошлого года, поэтому будем еще то донашивать. Ну, и я уже знаю некоторые секретики, поэтому полный набор формы я не покупала. Ну что ж, поехали. Показываю нашу турецкую форму. Ну что, вот такая у нас форма. В основном это оранжевый верх и темно-синий вот такого цвета низ. Но на зиму у нас есть вот такой вот свитшот. Он такой немного утепленный. Две ниточки, как называют здесь эту ткань, с эмблемой школы, с карманами. Мира его обожает, поэтому взяли снова такой. На прошлый год у нас она его уже относила, он маленький. Ну, довольно стильный, я считаю. Здесь тоже оранжевая подкладочка. Такой стоит 325 лир. И вот такие вот футболочки пола. Вот такая с коротким рукавом. Это раз. И такая же с длинным рукавом. Это два. Ну, конечно, по-хорошему нужно как минимум 2 с коротким и как минимум 2 с длинным. Они стоят по 200 лир, как с коротким, так и с длинным рукавом. Почему? Потому что ребенок, естественно, каждый день должен менять форму. Ну, лично у меня так. Я, как только ребенок приходит в школу, сразу говорю ей переодеваться. То есть она все выкидывает в стирку, потому что они там могут и на полу сидеть, и лежать даже на полу. Она все выкидывает в стирку, на следующий день одевать чистое. И, конечно, чтобы успевать это все стирать, то нужно как минимум 2 таких. Эти она носит в зимний период, конечно. Ну, то есть сверху куртка, естественно, да. В школе, в принципе, тепло, у них там топят. И на зиму тоже нужно 2 таких. Ну вот считайте, по 200 лир, то есть это было бы, если за 2 таких 400, плюс еще 400, 800, плюс вот такой вот свит, это 325 лир, итого 1125 лир только за верх. А еще есть низ, сейчас тоже покажу вам низ. Вот это варианты низа, которые мы покупаем самостоятельно. Вот такие вот шорты-юбка. Я считаю, что это супер удобно детям. Но Мира вообще их не любит. Она их не носила, в принципе. И, может, там пару раз одела, да и все. Но мне кажется, это удобно. И для девочки красиво. Так как вариантов для девочек именно конкретно у нас нету в форме. Хотя в других школах есть и сарафанчики, юбочки, платьишко. Ну, слава богу, что нет. Мне, в принципе, не очень нравится. И вот такие обычные лосинки я беру в Вайкике на резинке. Это лосинки Slim Fit. То есть в обтяжку. А есть еще вот такие вот к низу клешеные, сейчас модно, Мира их любит. Так что вот такие вот у нас фирмы штанички, форма низа. В фирменную низ я, к сожалению, не нашла, потому что там толстые штаны, тоже с эмблемой школы. И у них такой начесик под низом, поэтому я не знаю, где они, я не могу их сейчас найти. Ну, в общем, вы приблизительно поняли, какая здесь форма. Так что да, чтобы купить форму в государственную бесплатную школу Турции, нужно как минимум 1000 лир. И то минимум, как я уже сказала. Поэтому, да, рассчитывайте ваши силы. Я вот теперь в раздумье, куда деть форму с прошлых лет, потому что у нас она, в принципе, в нормальном состоянии. Отдать особо некому, кто пойдет в нашу же школу, да. Расскажите, как одеваются вот детки в вашей школе, есть ли у вас форма, какая именно эта форма, и, может быть, у кого-то свободная вообще форма одежды, это было бы прекрасно. Я знаю, что в некоторых школах в Турции, у нас, например, в соседней школе, один день разрешают приходить в чем угодно, и это, я считаю, супер удобно. Во-первых, для мамы, потому что можно постирать в этот день, да, как раз форму, и она высохнет, успеет, в общем. А для детей так это вообще круто, да, им и удобнее, и самовыражаются как-то детки. Ну, в общем, так. Как вы считаете, нужна ли вообще форма в школе? Я лично форму терпеть не могла в свои годы. Так что жду ваши комментарии, пишите, и всех целую. Пока-пока.